Мед. Мед? Всем привет, с вами Максим. В этом ролике хочу рассказать про свой велосипед, на котором я откатал уже 2 сезона. Отъездил 2 больших велопутешествия, это по Белоруссии и по Турции. Велопутешествие по Турции уже будет скоро на канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить данный ролик. Пс, Турция выйдет обалденная. В этом ролике обновим немножко мой велосипед, как говорится, проапгрейдим его. Это Carbonda CFR 707, китайский карбоновый велосипед. Почему я заказал Китай Карбон, а не какого-то другого европейца? Во-первых, был бюджет в $2000. Во-вторых, с Европы в Беларусь достаточно проблематично доставить велосипед. Ну, это возможно сделать, но придется доплатить 30% от стоимости самого велосипеда. И плюс мне чувак посоветовал, говорит, бери вот эту раму, этот фреймсет, не пожалеешь. Я посмотрел и выбрал модель CFR 707, предназначенный для гревела, асфальтированных дорог, ну и приключений. Я, если честно, велосипедом очень сильно доволен, не собираюсь ни на что его менять. Естественно, апгрейд велосипеда хочется производить, потому что здесь стоят достаточно дешевые комплектующие. Это было сделано потому, чтобы вложиться в данный бюджет. В данном фреймсете очень классно, что здесь очень много бонок. Здесь 2, здесь 2 и вот здесь 2. Правда, вот эти бонки я не использовал, но если куда-то далеко ехать, сюда можно повесить еще 2 дополнительных сумки. Фреймсет мне обошелся в $800. Доставка производилась с Китая в Москву, с Москвы в Минск. В эту стоимость входит еще $100 покраска. Решил, чтобы китайцам не сами это покрасили, ну потому что чего в Беларуси здесь искать кого-то туда-сюда, пусть мне в Китае уже все покрасят. Вилсет Китай Карбон, это Elite Wheels and Gravel, 45-я ширина обода, колеса на осях, на бескамерке, залит герметик маков и стоят ниппеля тоже маков. Покрышки Gravel Tandera Tufa 40-е, накатистые. В Турции по таким камням, пескам, что там только не было, там ужас, там такие острые камни были, покрышки полностью выдержали и говорили, что будем очень много прокалываться. Если бы стояла бы камера, то это постоянно камеру доставай, латайся и клади обратно. А тут герметик все сам заделывает, если надо, туда штучку такую в покрышку засунул. Тормоза здесь отдельная тема, они тоже будут потом под замену, но пока стоят здесь TRP серия C, ротор 160 мм спереди и сзади, обычная механика. Да, конечно, с гидравликой это не сравнится, были огромные спуски, не хватало тормозов, тормоза будут под замену, это 100% обязательно. Система стоит Sensach SRX Pro 1.11. Сзади 11-скоростная кассета 1150. Диапазон 1150 мне в Турции достаточно был. Там были огромные подъемы, я был полностью груженный, полностью меня устроила кассета. Переключатель задний тоже Sensach SRX Pro. Отлично все переключает. Да, были какие-то моментики, там сбои туда-сюда, но это все настраивается. За свои деньги отличный Китай. Звездочка на 44, стоят шатуны Clau. Китайский тоже бренд, достаточно тяжеленные. Педали у меня здесь стоят Shimano 540, но с ними тоже интересная история. Вот смотрите внимательно, когда заказываете с Алиэкспресс. Они оказались не оригинальные, хотя в комментариях, в отзывах люди писали оригиналы, все отлично, все шикарно. Прикладываю фотографии, у меня 2 педали просто разной длины. И они скрипят, люфтят. Уже, слава богу, я от них избавлюсь и поставлю сюда новые классные педали. Подсидел тоже карбоновый, но вот здесь вот детальки алюминиевые, и он немножко вынесен назад. Седло Ergon. Я убедился, что в седлах обязательно должно быть вот здесь прорез, либо какое-то отверстие, потому что, чтобы снимать нагрузку с седалищных костей. Руль ставил широкий, чтобы сюда сумка нарульная спокойно вмещалась. И она вмещается, и достаточно много пространства. И даже с нажатием вовнутрь здесь хватает места, чтобы здесь висела сумка. Вынос ФСА 100-миллиметровый. Есть 3 вариации фреймсета. Первый фреймсет идет интегрированный руль, то есть он полностью вот такой вот цельный и, ну, свой руль от Carbonda. Вторая конфигурация такая, как у меня, то есть без руля я заказывал, потому что руль у меня уже был со старого Марина. Все провода идут вовнутрь. И третья конфигурация, провода идут через боковые вот такие вот здесь вот заглушки были, и провода идут вот так. Но я выбрал, чтобы проводов у меня не было, не торчало, я выбрал внутрирамный провод. Здорово, ребят! Едем на грузовом такси в Ладу. Все хорошо у нас. Везем велосипед. Ставить обновление. Короче, знакомьтесь, это мой брат. Почему вы на тачке, а не на велосипеде? Я отвечу. Посмотрите вот сюда, а теперь на меня. Я что, дурак, что ли, ехать в дождь?
Мы снова в деле, мы снова в дерьме. Ладно, бывало дело. Это Лада Ларгус, грузовая, на механической коробке передач. Мы камеру проехали, она не ускорилась. Но это Лада, так бывает. Она улыбается, но сейчас я въеду в левое крыло, она начнет улыбаться по-другому. У меня даже паспорта нет. Собственно, 5 километров до съезда. Будем ходить на 5-й передаче. Потому что, что, я лох? Вот эта банда. Все ссылочки на данного веломастера в описании. Обязательно переходите, кто живет в Беларуси, в Минске, привозите ему велосипед. Все сделает по красоте, все будет просто чики-пуки. Говном запахнет. Познакомьтесь, это Влад. Здравствуйте. Старые мои педальки весили 344 грамма, новые педали 315. Сколько мы сбросили? 30. Это что такое? У меня несколько предположений. Блин, ну педали это тема, конечно. Красивая. Так, теперь звезда. Это 124 грамма. Ну это шикарно, это просто великолепно. Дизайн детош. Монетка 73. 77. Как, кстати, правильно, SRAM или SRAM? Да, смотря какой ты национальность, как тебе привычнее. SRAM. SRAM. Как поляки бы сказали SRAM. Срам, курва. Ты не трогай, пожалуйста, мой велосипед, окей? Брат, это к тебе. Че, радужные флаги, что ли? Да. Европейский тоже. 283. 478, кстати, нифига себе. Обычно звезда направлена, даже если все абсолютно симметрично. В данном случае не симметрично, хотя выглядит так, как будто бы у нас 8 отверстий, и все типа ровно, да, но если мы пытаемся рандомно нагинуть звезду, она не становится. И тут есть маленькая подсказочка, вот отметочка, то есть она направляет сюда. Как только мы ставим отметочкой к шатуну, у нас сразу все ложится. Все звезды, ну почти все, они направлены. Просто везде разные отметки, как они должны стоять. Где-то это ни на что не влияет. Ну, здесь просто иначе как бы не поставишь, понятно. А есть где, ну, поставил ты не так, ничего страшного. А есть где переключение, и там между собой оно все связано. Ты ставишь одну звезду в таком положении, ставишь вторую звезду тоже в определенном положении. Там есть разметки. А можно поставить неправильно. Поставил неправильно, это уже немножко задумка производителя сбивается. Все влияет на переключение. Да. Взвешиваем велосипед со старым оборудованием. Без педали. 9800. Ну, плюс педали примерно ровненько 10 килограммов. Сейчас мы все это поменяем и посмотрим, сколько вес велосипеда выйдет уже полностью. Сняли старые шатуны вместе со звездой. И сейчас посмотрим, сколько разницы в весе именно вот. Это, пожалуй, самое интересное и должно быть. Ты берешь 848, минус 478 и еще минус 122. 250 граммов мы скинули чисто на шатунах. Примерно пару лет назад многие производители, даже практически все, на велики там средние и недорогие начали ставить шатуны. Вот в частности бренда ProWheel. Кстати, вот эта модель очень популярная, Клау. Почему? Потому что у нас за недорого система а-ля Halotech на 24-м валу, стальном. Они кованые, прочные, чтобы их там свернуть, сломать, не знаю, что нужно сделать. Но выглядит, конечно, вот эта звезда поинтереснее и вкуснее, нежели вот эта. Постоянно замечаю, раньше тоже таким занимался, сдергивают каретку спиной. Тут потом смотришь видосы, чуваки разбирают велосипеды. А там момент приличный, соответственно, чтобы сдернуть, то нужно приложить определенные усилия. Беру киянку, держу съемник, чтобы он не соскочил. Вот первое страгивание, самое тяжелое, просто вот.
Все. Чтобы почистить каретку, нам обязательно нужна ваша старая зубная щетка. Обязательно. Шикаешь какой-нибудь херней, едкой, которая воняет, и протираешь. Но это так базово. Мы это еще помоем. Конкретно сейчас просто под давлением, понятно, очищаем, потому что, может быть, это имеет... Накидал нам смазки, мы ей воспользуемся. Ох, не бы глубоко. Ну это стиль, ну это просто... Да. Сейчас докручиваем, остались вот педальки. Взвесим с мою старую цепь. 259 259 грамм. и замочек. 262. Экстра лайт. Она дырявая, короче. Ну все опять. Шатуны разноцветные, цепь дырявая. Велосипедисты еще без трусов гоняют, если вы не знали. Можно было бы запустить ультразвук. Ручная очистка цепи. Ручная работа ценится выше. Часто спрашивают купить себе ультразвук мелкий. Очищать цепи абсолютно беспонтовая идея. Если вам показывают, как засунули цепь, достали, она прям вся блестит, вся такая сухая, там парафин ложится, все четко. На самом деле все далеко не так. Да, ультразвук помогает в очистке, но все равно грязь попадает куда правильно? Туда же в воду, оно там все полоскается, ты достаешь, она все равно еще грязная. Если только опять брать, менять жижу и вот так вот 300 раз, 300 этапов, короче, геморрой. Если вы возьмете обычную бутылку из-под ряженки, туда засунете какую-нибудь галошу и просто будете вот так вот трясти, вы в совокупности сделаете такой же эффект, ну и дешевле. В личное пользование не надо этот ультразвук, это больше просто какой-то прикол. Послушайте этот звук. Так звучит втулки от Элитвиос. Все установили, настроили, теперь контрольное взвешивание. Девять, 98 и 4. И 5. Как-то это смешно. 10, 5, 4, так, давай еще раз. 85. Тихо, давайте, у нас с цифрами уже проблем. 9850. А до этого было 9800, но это было без педалей. А сейчас с педалями, ну, плюс 50 грамм относительно того веса, получается 9800 плюс те педали 350, это получается 10150, а сейчас 9850. 300 грамм? 350 грамм. Точно? Сейчас У всех и у нас троих пошли математические расчеты. Было 10 килограмм. 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламил лизергиновой кислоты. Сейчас 9 килограмм 800 грамм. 200 до десятки. все правильно, 300. 350. Короче, мы скинули 350 грамм. Вчера целый час играли с чуваком. Вчера в целый час. в аэрохоккей играли, у меня рука болит капец. Не, она другая, у него правая рука болит, если что. Это... Я левша. Ларгус вообще тема. Просто велосипед туда залазит, вообще шикарно. Вот так вот это все происходит. Можно человека спокойно мыть. Лада Ларгус. Все. Спасибо. 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 Ребят, вот и закончился этот замечательный ролик. Установили все обновления на этот велосипед. Получилось, я думаю, шикарно. Обязательно посмотрите 2 других ролика, подпишитесь на канал. Увидимся в новых сериях. Всем удачи и всем пока!